Добрый день, уважаемые друзья. У нас, можно сказать, итоговая пресс-конференция чемпионата мира, командного чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин. У нас в гостях президент ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым, президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко и исполнительный директор турнира Валерий Радченко. Good day, dear friends. We are starting a summing up press conference for World Team Championships among men and women. And we have with us Vasily Filipenko, who is the president of Chess Federation of Yugra, Kirsanom Ilюмжиновым, who is the president for International Chess Federation FIDE, and Валерий Радченко, who is the executive director of the tournament. Кирсан Николаевич, первый вопрос к вам. Впервые проходят командные чемпионаты мира мужчин и женщин в одном месте, и вот они проходят в Ханты-Мансийске. Как вот вы оцените на данный момент организацию соревнований таких ответственных? Well, the first question would be to Kирсан Николаевич Илюмжинов. So it's the first time when both men's and women's World Team Championships are held in one place. So how do you estimate the level of organization of such an important event? Ну, во-первых, уважаемые друзья, журналисты, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить руководство Ханты-Мансийского округа, губернатора Наталью Владимировну Комарову. Сегодня с утра мы встретились, поделились впечатлениями. Также руководство шахматной федерации Югры, Филипенко Василия Александровича за подготовку, организацию и проведение командного чемпионата. Спасибо. Using this opportunity, I would like to use this opportunity to thank the governor of Yugra, Natalia Komarova, for all the job done for the tournament. We met today in the morning and discussed the event, and I would also like to thank Vasily Filipenko for his part in the organization of this event. Вы в последнее время видите тенденция ФИДЕ вот на объединение мужских и женских турниров. Уже, но тут немного дискриминация. Женщины принимают участие в мужских, да, мужчины не принимают в женских чемпионатах участие. The latest tendency in FIDE is to hold men's and women's tournaments together. There is a little discrimination, as you can see, that women can participate in men's tournaments and men cannot participate in women's. Что касается Югры, действительно, здесь мы проводим впервые командный чемпионат, и мужские 10 команд, и женские вместе играют в прекрасном зале, и мне кажется, и в дальнейшем мы будем проводить такие соревнования. As for Yugra, it's the first time when we hold team competition, World Team Championship here, and 10 men's teams and 10 women's teams are playing in this fantastic hall, and I think that we will also hold such tournaments in the future. И хочется отметить, вот шахматный дворец в Югре – это один из первых шахматных дворцов и международных шахматных академий в странах, которые входят в ФИДЕ. В ФИДЕ входит 188 стран. Chess Palace in Yugra is one of the first chess palaces and chess academies in the countries that are part of FIDE. And International Chess Federation consists of 188 countries. Югра имеет богатую шахматную традицию. В 2010 году мы провели Всемирную шахматную олимпиаду, которая считается одной из самых лучших олимпиад в истории ФИДЕ и по открытию, и по церемонии закрытия, и по качеству организации. Yugra has rich chess traditions. In 2010 we held World Chess Olympiad here, and this Olympiad was one of the best in history in the terms of organization, spectacular opening and closing ceremonies. И поэтому не случайно в прошлом году на конгрессе ФИДЕ делегаты единогласно проголосовали за то, чтобы в 2020 году Всемирная шахматная олимпиада в очередной раз прошла в столице Югры, Ханты-Мансийске. So it's not by chance that the latest
FIDE Congress in Baku, all delegates voted for another chess Olympiad in 2020 to be in Ханты-Мансийск. И мы отдали право не то, что здесь все условия и гостиницы, и питание, все технические условия соответствуют высоким требованиям международных спортивных организаций, но то, что шахматы, они глубоко вошли в жизнь каждого жителя Югры, особенно вот программа Chess in Schools, шахматы в школах, она успешно развивается в этом округе. And we gave this right for holding Chess Olympiad in Yugra not only because there are all the conditions for the players like hotels and playing halls and so on, but also because chess is in heart of every a person here in Yugra, everyone. And also we know that there is a chess and schools program here in Yugra that is developing really good. Такая территория тоже северная, как Норвегия, в свое время дала выдающегося шахматиста вундеркинда, как Магнус Карлсона. И надеемся, что Югра тоже родит такого же выдающегося шахматиста, как Магнус Карлсон. Тем более в 2015 году, как мой номинант, он начал, можно сказать, большую шахматную карьеру здесь, в Югре, принимая участие в Кубке мира в 2005 году. Another northern territory, Norway, brought to the world Magnus Carlsen, a world champion, and we hope that one day Yugra will also bring a world champion and such a genius like Magnus Carlsen to the chess world. In 2015, 2005, he was my nominee for the World Cup here in Ханты-Мансийск, and I can say that actually his career started to develop from that time. Спасибо, Кирсан Николаевич. Следующий вопрос к Василию Филипенко. Уж если говорить о развитии шахмат в Югре, то данный турнир, конечно же, влияет на это. И как вы считаете, после этого турнира пойдут ли еще больше детей учиться шахматам в школах? Thank you, Кирсан Николаевич. And my next question is to Vasily Filipenko about chess in Yugra. So, after such an inspiring tournament here, do you think that more children will go to learn chess in schools? Спасибо за вопрос. Но прежде всего я хотел сказать спасибо Кирсану Николаевичу и ФИДЕ в целом за наше взаимопонимание, за поддержку, за то, что у нас, в принципе, благодаря в том числе и сотрудничеству с ФИДЕ проходят соревнования на таком уровне, как вот и отметил уже Кирсан Николаевич, да, и оргкомитет региона, и исполнительная дирекция, они прикладывают все усилия для того, чтобы получать только хорошие отзывы от участников и от гостей наших мероприятий. Что касается шахмат, да, и, конечно же, изначально Федерация шахмат Югры работала в двух направлениях по привлечению и увеличению популяризации шахмат. Это увеличение, так сказать, участников путем увеличения занимающихся, да, и проведение крупных соревнований международных, да, с присутствием сильнейших шахматистов, как мероприятий, которые повышают интерес, несомненно, к данному виду спорта. И в этом плане, конечно же, и проведение командного чемпионата будет еще одним толчком в повышении интереса среди всех, не только жителей Югры, я думаю, но и в целом, не боюсь этого слова, в мире, да, потому что достаточно посмотреть на тот интерес, который проявляют жители всей планеты, наверное, к данному чемпионату, по тому же интернет-трафику, да, по количеству посещений, то мы это увидим. Ну и плюс к этому, конечно же, мы с прошлого года, с 1 сентября, уже там, по решению правительства, да, и губернатора, в частности, шахматы введены в школу уже в начальных классах как обязательная часть программы обучения. И что, конечно же, дает возможность ребятишкам познакомиться с шахматами, потом для себя уже определять, да, заниматься дальше или нет, вырастать в Карлсона или все-таки пойти в биатлон или хоккей. Поэтому в этом плане мы стараемся предоставить как можно больше возможностей, да, людям. Понятно, что не все должны быть шахматистами, да, но мы с самого начала существования федерации, ну, в принципе, эта политика согласуется с политикой ФИДЕ, да, как можно больше людей познакомить с шахматами для того, чтобы потом уже люди для себя
открыв их, уже поняли, надо им это дальше, да, или становиться на уровне любителя, или идти уже там, в профессиональный спорт, или просто в болельщики. Спасибо. Well, thank you for the question. First of all, I would like to thank Kирсаном, Илюмжиновым and FIDE for understanding and support that we get from International Chess Federation. And with support of FIDE, we have all these international tournaments held in our region. And of course, organization committee of the region and the tournament conclude all the effort to make the players and accompanying persons to feel good here in Yugra. From the very beginning, Chess Federation of Yugra had two ways of developing. First, we of course want to have more students that learn chess, and second, we always wanted to hold a lot of international events that bring more interest into chess in the region. And such tournaments like World Team Chess Championships that are now held here are not only bringing interest in the region to chess, but I would also say that in the whole world. From the 1st of September, chess is in school curriculum here in Yugra. And we think it's very important that children can try to play chess, can learn to play chess, and then decide whether they want to become professional chess players, and maybe one of them would become another Magnus Carlsen, or perhaps they prefer to do something else, maybe play biathlon or hockey. And this policy corresponds with FIDE policy to have a lot of people who know how to play chess and then can decide whether they want to become professional chess players. А входят ли в шахматы в топ-5 видов спорта Югры? Well, can we say that chess is in top 5 sports in Yugra? Да, входит. В топ-3, наверное. Да, в топ-3. Я бы в топ-2, да? И по массовости, да, и по достигаемым результатам входят. Уверенно входят в тройку. Yes, I can say even in top 3 and quite convincingly by the amount of people that are playing chess and by the results. Спасибо. Вопрос к Валерию Радченко, исполнительному директору соревнования. Скажем так, вот, как проходит турнир, ну, изнутри? Вот вы больше знаете, есть ли какие-то замечания участников или все спокойно проходит? Well, the question is to Valery Radchenko, who is the executive director of the tournament. Can you please tell us how the tournament is going from maybe some insider information? Ну, я думаю, что турниры такого уровня никогда гладко совсем уже не проходят. Но в первую очередь хотел сказать спасибо ФИДЕ и лично Кирсану Николаевичу за то высокое доверие, что нам доверили проведение в Ханты-Мансийске такого значимого мероприятия, а также выразить большую благодарность за назначение высококвалифицированного судейского корпуса, апелляционного жюри, потому что люди действительно выполняют свою работу на очень высоком уровне, и любые какие-то шероховатости мы немедленно реагируем, устраняем. То же самое касается организации соревнований, что, как и всегда, на всех больших соревнованиях автономное учреждение Югра Мегаспорт проводит и чемпионаты мира по разным видам спорта, и кубки мира. Поэтому опыт достаточно большой, но, как всегда, в первые пару дней всегда возникают какие-то вопросы, будь то транспорт, будь то питание, будь то организация соревнований, и мы стараемся всегда откликнуться на пожелания как судей, так и участников соревнований, представителей, капитанов команд. Поэтому какие-то были вопросы у нас, не будем скрывать, по питанию со сборной Индии, но они были с ними же по питанию, и когда детские, мы чемпионат мира проводили среди детей 14, 16, 18 лет, мы учли те пожелания, поэтому сразу же были устранены какие-то, выполнены пожелания, так скажем, а так, в принципе, уже после первых нескольких дней все проходит в штатном режиме и достаточно, мне кажется, хорошо, потому что сейчас вот мы каждое утро проводим совещание с судейской коллегией, с капитанами команд непосредственно общаемся лично, замечаний нет, и мне кажется, все проходит достаточно на высоком уровне. I think that tournaments of such high level never go completely smooth. I would like to thank FIDE for the opportunity to have this fantastic event here in Yugra, and also for appointing such high qualified arbiters and appeals committee for this tournament.
Yugra Megasport is annually organizing a lot of high-class events, world championships in different kinds of sports. And of course, in the first days, there are always some questions. Here we also had some questions about transportation and food. For example, the Indian team had some concerns about food in the beginning, but we also remember that the same thing happened with India during the children's event championship under 14, 16, 18. So all these questions were solved, and after the first couple of days, everything goes very smooth. Every morning we have arbiters meetings, and we also are constantly in contact with the captains of the teams. So all the minor questions that arise, they are solved immediately. Хотелось бы еще сказать, что в ходе уже данного чемпионата мира уже начата подготовка и к соревнованиям, которые пройдут уже в 2018 году под эгидой ФИДЕ, и уже проработан контракт с ФИДЕ, уже отправлено согласование. И я думаю, что мы уже начнем в ближайшее время подготовку к соревнованиям ФИДЕ и в 2018 году уже непосредственно сразу после окончания данных соревнований. I would also like to mention that already during this event we start to prepare for the next chess events in 2018, which will go under the umbrella of FIDE, and we already have a contract prepared for that. Once this tournament is over, we will start to prepare for the organization of the events in 2018. Спасибо. Есть ли вопросы у представителей СМИ? Александр Мальцев, новости Югры. Кирсан Николаевич, у меня такой вопрос. Югра уже неоднократно принимала соревнования среди шахмат различного уровня и масштаба, в том числе и шахматную олимпиаду. А возможно ли, что шахматная олимпиада примет югорскую прописку постоянно? My question is to President of FIDE, Kирсаном Илюмжиновым. Under the umbrella of FIDE, we already hold a lot of tournaments in Yugra, and Chess Olympiad was here in 2010. So, is it possible that Chess Olympiad would always be held in Yugra? Это хороший вопрос, конечно. Но что касается с моей стороны, я бы с удовольствием все бы шахматные турниры отдал бы сюда, в Югру, потому что здесь и уровень, ну и самое главное, отношение, аура у вас здесь хорошая, добрая, шахматная. Не по-зимнему теплая. Well, it's a good question. If it was only me to decide, I would give all chess tournaments to Yugra, because you have not only good organization but also fantastic aura here, attitude. It's very warm, and even in winter. И я думаю, и шахматисты бы согласились бы все время приезжать. Я вспоминаю 2010 год, когда боялись представители из африканских стран, из таких теплых краев приезжать сюда, но Олимпиада прошла, и все готовы снова и снова приезжать. And I think actually chess players would also be happy to come here more often. In 2010, when Chess Olympiad was here in Yugra, African countries were a little bit concerned of coming to such a cold place, but after the tournament they were all happy and wanted to come again. А в 2020 году, я думаю, не случайно, потому что это юбилей, десятилетие с проведения Олимпиады, здесь 10-й, 20-й. Василий Александрович выступал, когда и Наталья Владимировна Комарова, когда делала презентацию на Генеральной Ассамблее, ну, все поддержали юбилей, надо отмечать именно здесь, в Югре. And it's not by chance, I think, that next Olympiad will be here in 2020, because this will be the 10th anniversary of Chess Olympiad in Yugra, which was held in 2010. And at FIDE Congress, everyone supported this idea. Тем более такое красивое здание, шахматный дворец, шахматная академия, одна из лучших, все время тут должны мероприятия проходить. Хотел поблагодарить руководство, администрацию, все на высшем уровне. Нас вам не жалко? 3000 участников, ничего так? Из 186 стран. Especially such a great building like this chess academy should always have chess players inside and international tournaments. And I want to thank the director of the academy and Valery Radченко actually added as a joke that
you're not having mercy for Yugra Megasport and local organizers, because getting 3,000 players, it's not an easy task. Я бы хотел добавить, да, на самом деле Олимпиада — это самый замечательный, наверное, масштабный шахматный праздник, она проводится раз в 2 года, и постоянно ее проводить достаточно трудно с точки зрения организации, да, на самом деле. Но в то же время я хочу сказать, что он каждый год, да, вот, проводится как минимум один крупный шахматный турнир, я имею в виду международный, под эгидой ФИДЕ, потому что в принципе турниров очень много, да, разного уровня, и наши там, начиная от муниципальных, заканчивая российскими, да, и вот и чемпионатами мира. И вот в 2018 году, о чем уже начал говорить Валерий Михайлович, это у нас чемпионат мира женский по нокаут-системе, да, а 19-й год Кубок мира, ну, 20-й, естественно, Олимпиада. И, в принципе, я думаю, в следующем году мы уже будем работать с ФИДЕ, наверное, над следующим циклом заявок уже после 2020 года. I would also, yes, like to mention that Chess Olympiad is a very big tournament that is and very important one that is held every second year, and of course to have it always and organize it always in Yugra is a very difficult and task for the organizers. At least once a year we have different international chess events. Of course, usually we have a lot of events of different level, but once a year we have some FIDE event, and as Valery Mikhailovich already said, we will have World Women's Chess Championship in 2008, which is held by knockout system, and in 2019 we will have World Cup, and in 2020 we will have Chess Olympiad. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Вопросов нет. Спасибо всем спикерам. Всего доброго. Thank you very much.